Приветствую, друзья! Вы на канале «Горизонт событий». В сегодняшнем выпуске лобовое столкновение поездов в Дании, извержение вулкана Килауэа на Гавайях, беспрецедентные ливни и наводнения в Саудовской Аравии, а также масса других событий. И начнем сегодняшний выпуск с железнодорожного происшествия в Дании. В четверг на севере датского острова Зеландия произошло лобовое столкновение двух пригородных поездов, в результате которого пострадали по меньшей мере 18 человек. Инцидент произошел на однопутном участке линии Грибсков-Бан между городами Хиллерод и Кагеруб, примерно в 40 километрах от Копенгагена. По данным экстренных служб, 5 человек находятся в критическом состоянии, остальные получили травмы различной степени тяжести. Всего в момент аварии в обоих составах находилось около 38 пассажиров. На место происшествия оперативно прибыли значительные силы полиции, пожарные расчеты и медики. В результате столкновения два поезда получили серьезные повреждения, однако не сошли с рельсов. Датская комиссия по расследованию несчастных случаев уже начала работу на месте инцидента, чтобы установить причины, по которым два поезда оказались на одном пути навстречу друг другу. 23 апреля один из самых активных вулканов мира, Килауэа, вошел в новую фазу активности, ознаменовав начало 45-го эпизода текущего извержения, которое продолжается с конца 2024 года. Пик активности пришелся на раннее утро. Лавовые фонтаны из северного жерла достигли высоты около 300 метров. Извержение сопровождалось выбросом шлейфа пепла на высоту до 3 километров над уровнем моря, что привело к пеплопаду для жителей округа Кау, расположенного к юго-западу от вершины. Эпизод извержения оказался интенсивным, но кратковременным, продлившись в общей сложности около 8,5 часов. В связи со снижением интенсивности выбросов авиационный цветовой код был изменен с оранжевого на желтый. Специалисты отмечают, что хотя основная фаза фонтанирования завершена, лава на дне кратера остается горячей и может продолжать медленное движение в ближайшие дни. После таких мощных выбросов на вершине обычно наступает период затишья, который может продлиться несколько недель, прежде чем начнется подготовка к следующему эпизоду. В бразильском муниципалитете Барра-Манса, расположенном в штате Рио-де-Жанейро, произошла крупная дорожная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы. Грузовой автомобиль, перевозивший сжиженный нефтяной газ, взрывоопасную смесь пропана и бутана, потерял управление и опрокинулся на проезжей части. В результате падения герметичность резервуара была нарушена. Спустя считанные секунды из-за возникшего трения или искры произошла детонация газового облака, вызвавшая появление гигантского огненного шара и мощную ударную волну. Трагедия унесла жизни 4 человек, еще 9 получили ранения различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы. Пожар охватил место происшествия, в результате чего было полностью перекрыто движение по автомагистрали для проведения спасательных работ и ликвидации последствий техногенной катастрофы. Сильные ливни и грозы обрушились на центральные регионы Мексики, вызвав масштабное подтопление и транспортный коллапс в Мехико и штате Пуэбло. В столице страны интенсивные осадки, сопровождавшиеся градом и сильными разрядами молний, начались в вечерние часы и быстро привели к затоплению основных магистралей. Это спровоцировало многокилометровые пробки и серьезные сбои в работе метрополитена, который вынужденно снизил скорость движения поездов из-за затопления путей в ряде районов. Параллельно с этим разрушительная стихия ударила по городу Атлиско в штате Пуэбло, где прошел мощный ливневый шквал. Потоки воды, смешанные с крупным градом, буквально смывали автомобили из дорог и нанесли ущерб как минимум 25 жилым домам. По сообщениям местных властей, на десятках улиц отмечены значительные повреждения инфраструктуры, а в нескольких населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением. Несмотря на значительный материальный ущерб, официальные лица сообщили об отсутствии человеческих жертв. В
промышленной зоне Джагадзия округа Баруч в штате Гуджарат произошел крупный пожар на химическом заводе компании Metropolitan Exim. По сообщениям официальных лиц, пожару предшествовал мощный взрыв, звук которого был слышен за несколько километров от предприятия, после чего пламя быстро охватило производственные помещения, а в небо поднялись густые клубы черного дыма. В результате происшествия по меньшей мере 16 рабочих получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно доставлены в близлежащие больницы. Для борьбы с огнем были задействованы более 10 пожарных расчетов. На месте происшествия также работали бригады скорой помощи и полиция. На территорию завода прибыли специалисты Директората промышленной безопасности и здравоохранения и Совета по контролю за загрязнением Гуджарата для проведения экспертизы и установления причин взрыва. Предприятие Metropolitan Exim специализируется на производстве синтетических и специальных химикатов для различных отраслей промышленности. Министерство обороны США заявило о проведении морской операции по захвату судна Majestic X в Индийском океане, которое, по данным Вашингтона, перевозило подсанкционную иранскую нефть. Операция была осуществлена силами Индо-Тихоокеанского командования. Это задержание стало вторым подобным инцидентом за текущую неделю. Ранее, 21 апреля, американские военные взяли под контроль танкер «Тиффани». Судно Majestic X, ранее известное под именем Phoenix, уже находилось под санкциями Министерства финансов США с 2024 года за участие в перевозке сырой нефти из Ирана. Действия США проходят на фоне резкого обострения ситуации в регионе. За день до этого корпус стражей Исламской революции Ирана захватил 2 судна в Ормузском проливе. Эскалация в Индийском океане и блокада морских путей уже привели к росту мировых цен на нефть марки Brent выше $100 за баррель. В районе Гунанг-Пиджут в округе Руси-Пантара в индонезийской провинции Центральный Ачех произошел оползень. Стихийное бедствие было зафиксировано на 37-м километре важной дорожной артерии. Масса земли, камней и поваленных деревьев полностью перекрыла проезжую часть, отрезав доступ к ряду населенных пунктов. Причиной обрушения склона стали затяжные проливные дожди, которые привели к переувлажнению почвы в гористой местности. На место происшествия прибыли подразделения спасателей и тяжелая инженерная техника для расчистки завалов. Однако работы осложняются сохраняющейся угрозой повторных сходов грунта и нестабильными погодными условиями. Информации о погибших или пострадавших на данный момент не поступало. В Махачкале спасатели ликвидировали крупный пожар в многоквартирном жилом доме, где огонь охватил кровлю мансардного этажа на площади около 600 квадратных метров. Очаг находился в одной из квартир на 7-м этаже, после чего пламя стремительно распространилось по крыше. Из здания были экстренно эвакуированы 75 человек. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить переход огня на соседний многоквартирный дом, расположенный вплотную к горящему зданию. Для этого специалисты проводили защитную проливку соседней крыши. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет, однако мансардный этаж получил значительные повреждения, местами произошло обрушение кровли. В Чехии 2 птицы, предположительно вороны, не поделили в воздухе найденный картофель. Пернатые устроили настоящую воздушную дуэль прямо над оживленной трассой, пытаясь выхватить добычу друг у друга. В разгар схватки одна из птиц выпустила тяжелую картофелину, и снаряд, набравший скорость при падении с высоты, угодил точно в лобовое стекло проезжавшей мимо машины. Силы удара хватило, чтобы по стеклу пошли глубокие трещины, напоминающие последствия попадания крупного камня. Водитель был вынужден обратиться в полицию для фиксации страхового случая. В это время виновники происшествия скрылись с места ДТП, так и не решив, кому достанется обед. Северные и центральные регионы Саудовской Аравии столкнулись с беспрецедентными погодными аномалиями, кульминацией которых стало историческое наводнение в деревне Аль-Уш, расположенной примерно в 45 километрах к югу от города Хаиль.
После затяжных мощных ливней, обрушившихся на регион 23 апреля, местное русло вышло из берегов, направив колоссальные потоки воды и грязи прямо на жилые кварталы. Стихия оказалась настолько стремительной, что за считанные часы многие дома были полностью затоплены, а припаркованные автомобили буквально смыло течением. В один момент многолетнее отсутствие осадков сменилось разрушительной силой воды. Из наиболее пострадавших районов Аль-Уш спасатели с помощью спецтехники и вертолетов провели экстренную эвакуацию жителей. Несмотря на масштаб разрушений, предварительные отчеты властей указывают на успешное завершение спасательных работ без человеческих жертв, несмотря на то, что сотни семей лишились имущества. Эксперты, комментируя последние наводнения в Аль-Уш, подчеркивают необходимость пересмотра градостроительных норм в королевстве, указывая на то, что застройка вблизи традиционных путей стока воды является серьезным риском. После почти двухнедельного спокойствия на Солнце зафиксирована серия мощных вспышек, свидетельствующие о выходе светила из временной спячки. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, активность возобновилась 23 апреля, когда в активных областях на левом краю солнечного диска в группах пятен произошел двойной взрыв. Первая в этой серии вспышка получила балл М1,6, однако уже на следующий день, 24 апреля, интенсивность событий значительно возросла. В течение суток приборы зарегистрировали еще несколько мощных выбросов, среди которых выделяется вспышка высшего балла Х2,5, произошедшая ранним утром, а также серия событий класса М, включая вспышку уровня М4,9. Астрофизики отмечают, что текущий всплеск активности стал самым значительным с начала месяца. Несмотря на то, что взрывы произошли на значительном удалении от линии Солнце-Земля, эксперты внимательно следят за положением активных центров, так как в ближайшие дни они переместятся в зоны, напрямую влияющие на земную магнитосферу. На данный момент вероятность сильных магнитных бурь остается умеренной. Японские инженеры применили искусственный интеллект для визуализации поединков фехтования. Новая система отслеживает положение шпаги в реальном времени без каких-либо маркеров и тут же рисует динамическую траекторию ее движения. Раньше из-за высокой скорости боя зрителям было сложно уловить ключевые моменты, но теперь каждый удар становится наглядным. После доработки технологию планируют использовать на всех крупных турнирах. На Байкале, в районе поселка Байкал, спасли беременную косулю, оказавшуюся в ледяной ловушке. Животное выбежало на лед и провалилось в воду среди колотых льдин. Первыми тонущую самку заметили пассажиры парома, которые незамедлительно сообщили о случившемся инспекторам заповедного Прибайкалья. Первая попытка, предпринятая на судне на воздушной подушке, была прервана из-за риска травмировать животное потоками воздуха и острыми льдинами. Вторая попытка с использованием частной лодки также не увенчалась успехом. Лишь третья попытка стала результативной. К месту происшествия подошел ледокол «Минин», экипаж которого проявил высокое мастерство, аккуратно развернув судно кормой к животному. Моряки смогли набросить на косулю веревку и поднять ее на борт. Уже на берегу специалисты осмотрели самку и, убедившись в отсутствии серьезных травм, отпустили ее в лес. В ночь на 22 апреля экипаж Международной космической станции запечатлел яркое южное полярное сияние на фоне пика метеорного потока Лириды. Командир МКС Сергей Куть-Сверчков опубликовал уникальные кадры, на которых за короткий промежуток времени в объектив попали изумрудные всполохи полярного сияния, вспышки сгорающих в атмосфере метеоров, грозовые разряды над Тихим океаном, комета С-2025-Р3 и отчетливое сияние Млечного Пути. Наблюдение стало возможным благодаря прохождению Земли через плотный шлейф пылевых частиц кометы Тэтчера, что совпало с периодом высокой солнечной активности, вызвавшей возмущение в магнитосфере.
Астронавт НАСА Джессика Мейер, также поделившаяся снимками в честь Дня Земли, отметила, что масштаб нынешних сияний значительно превосходит наблюдения прошлых лет, так как Солнце сейчас находится вблизи максимума своего 11-летнего цикла. Космическая станция в этот момент находилась на высоте около 420 километров. Помимо природных световых эффектов, на опубликованных материалах видны огни ночных городов и рыболовецких судов, что создало многослойную картину взаимодействия земных и космических процессов в одном кадре. В четверг на город Афиф и прилегающие районы региона Неджд в Саудовской Аравии обрушился мощный шторм, сопровождавшийся сильным градом. Непогода стала частью масштабного нестабильного атмосферного фронта, который в последние дни охватил значительную часть королевства. Интенсивные осадки за считанные минуты покрыли пустынные ландшафты слоем ледяных градин. Град, размер которого в отдельных случаях достигал величины куриного яйца, нанес ущерб частному имуществу, в том числе припаркованным автомобилям и крышам построек. Национальный центр метеорологии ранее выпускал предупреждение для провинции Эр-Рияд, к которой относится Мухафаза Афиф, прогнозируя грозы с сильными порывами ветра, превышающими 60 км в час. Власти призвали жителей избегать низин и русел высохших рек, так как ливневые дожди, сопровождавшие град, вызвали риск внезапных паводков. Из-за разгула стихии в Афифе и соседних населенных пунктах временно было нарушено дорожное движение. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.